Сейчас мы должны беспокоиться экологическим вопросом глобального потепления и загрязнения атмосферы. Когда вопрос станет остро, нам с вами уже недостаточно будет просто отсидеться дома. Сложившаяся ситуация дает нам возможность задуматься над поиском решений уже сейчас. После завершения кризиса ожидается всплеск поиска решений, их финансирования и развития. Как во время кризиса сохранить и приумножить деньги? Я думаю, что многие принесут деньги в банк, кто-то спрячет в подушку, продвинутый купит евро. Руслан, какие новости? Все страны находятся в одинаковом курсе. Ну, вчера вот обновили блок по патентированию на сайте, получается, в связи с тем, что мы подали заявки во многие страны по ветру. Также есть улучшение, создан новый макет портативный, он стал более высоким, более понятным в плане визуальным для любого человека. Также отправлен на производство 1/3 макета нового стартапа «Лес». Давайте, наверное, от первого лица покажу все. Разработана обновленная модель портативного макета, он стал выше, более функциональней, вырабатывает намного больше электроэнергии за счет нового электромагнитного генератора. Также первый прототип уже изготовлен, и дальше он пойдет в тираж. Вот такие вот катушки сейчас будут освещать наш новый макет. Вот уже был тестовый генератор первый, который работает. Но катушки здесь меньше, витков меньше. Вот здесь магниты разной полярности. И мы решили уже усовершенствовать эту структуру. Больше катушки, больше витков, сильнее магниты, больше радиус. И, собственно, такой генератор очень даже подходит. В принципе, его и разработали для наших макетов, чтобы можно было осветить уже макет за счет ветра. Сейчас будет такой тест, пока не спаивали, еще будут разные варианты подключения катушек. И сейчас мы уже протестировали данный генератор. Здесь у нас показывает вольты. Сопротивления нету, но нет у нас стержней, которые давали бы залипание. Но при этом у нас сейчас нету и нагрузки на генератор. Крутится очень легко. Вот сейчас у нас 12 вольт. Его можно развивать и больше. На самом деле даю не очень большие обороты. И легко он сам вращается. Еще, естественно, будет подшипник, он будет отцентрирован. И будет очень легко вращаться нашей ветроустановкой.
Друзья, наконец у нас появился макет, который с помощью ветра уже может себя полностью осветить. Исходя из этого, я понял, что эта технология полностью работоспособна даже в таком небольшом масштабе. Есть куда двигаться, есть что улучшить, есть другие варианты генераторов, намотки, подключения катушек и так далее. Так что я думаю, что мы в дальнейшем сможем видеть макеты еще лучше, еще красивее и еще более эффективные. Конечно же, это первый макет такого рода у нас, который генерирует достаточно электричества, чтобы засветить все свои 4 здания, платформу. Но есть над чем работать. С каждым макетом мы уже работаем над ошибками, мы понимаем, что можно сделать лучше. И хочется увидеть все-таки больше электричества, чтобы здание и светилось ярче, и чтобы оно уже могло обеспечить, дать дополнительный источник, то есть обеспечить какое-то здание рядом, обычное, которое без ветроустановки.